Кстати, до сих пор не знаю, какой speed limit, какая скорость, ограничение скорости в Мексике. Как бы наугад еду. Так, тут нужно сейчас не въебаться. Вот, как вы поняли, я решил немножко похулиганить. И поеду. Съехал с дороги. Остановился, решил показать вам красивейшее место. Так, есть маленький апдейт с новости. У меня оторвало крепеж для багажа сзади. Состояние мокрая вся. Такое никогда не видите. Это бывает раз в году. Так здесь, по-моему, все осадки решили выйти сегодня. Вот они как выглядят, тропические дожди в пустыне. Камнепад прошелся, но не по мне. Ужас. Вау. Хочу вам просто показать уровень урбанизации города здесь. То есть везде, в принципе, есть американские магазины. Я уже видел и Costco, и Walmart, и Home Depot. Все здесь есть. Ну, если городишки поменьше, то вот все местечковые свои названия, свои ресторанчики. Ну, чистенько, приятно. Написано «Военный чекпоинт». Ну, прикольно. Федералис. Вот так тут проверяют, понятно. Так, а ты что-то делаешь, собака? Еще одна собака. Что? Быстренько прошли чекпоинт, даже не спросили ни хрена. А хотя, хочу напомнить, как я попал в Мексику. Как-то проехал через границу, даже не заметил. И оказался в Тиохуане. Даже не прошел ни через посты, ни через что. Просто как-то проскочил через машины. Так что я не знаю, если меня остановят тут федерали, нужно ли им что-то показывать, доказывать. Как-то срать на это. И вот они, обещанные виноградники. Интересно, сейчас камера работает или нет? В смысле, микрофон. Мне еще тяжело его переключать на ходу, но научусь. Хочу показать вам, что все со всех сторон окружено виноградом. Со всех сторон, везде. И так уже много километров. Да, понятно, почему 95% всего вина идет из этого региона. Но тут и климат своеобразный тоже. Как вы видите, сейчас 34 градуса. А везде в другом месте, где я был, где-то 25-26 максимум. Ну и минимум тоже. Тут очень постоянная температура. Здесь, да, тут печет. Еще мы в горах. Горные склоны. Думаю, влажности тоже хватает. Поэтому идеальная почва и идеальное место для виноградов. Красивые очень места. Решил опять включить камеру, показать вам. Дорога полностью серпантинит. Температура поднялась почти до 40. Я куртку уже снял. Вот оставайтесь со мной, немножко проедемся. Покажу вам качество дороги.
но оставляет желать лучшего. Но тут качество дороги это не главное. Главное это вид и то, что знаки стоят. Потому что вчера ночью знаков я не видел, когда по серпантину ехал. Это было опасно. Дорога очень-очень узкая. Кстати, до сих пор не знаю, какой speed limit, какая скорость, ограничение скорости в Мексике. Так бы наугад еду. Где-то показано, там в городах показано. Ну так, как бы для... не для того, чтобы это enforcement, а для reference, для того, чтобы люди примерно знали. Тут также относится и к стоп-сайнам. Так, примерно остановись, как бы, более-менее. На второй скорости проезжай. Ты тоже заметил. Сейчас, получается, пересекаю этот мыс, калифорнийский мыс. Море Кортеза будет сегодня у меня вечером. То есть с одной... Море Кортеза, это получается сам залив, Калифорнийский залив. Вот я с одного берега на другой сегодня перескакиваю, и достаточно пустынно здесь, поэтому температура соответственная. В маленьком маркете купить еды. Был спам, это самое близкое, что к тушенке тут было. Ну, в общем-то, вот. Водичка, тушенка, по мелочам. Еще ехать долго, проехал только пару часов, еще где-то часов 5 ехать. Сейчас около 12, наверное, около 12, я даже не знаю, сколько времени сейчас. Правда, жарко, минут 35, я уже в майке. А да, еще какая-то зараза укусила меня по дороге в бочину, не бочину, а вот, кстати, жало. Понятно, кто это. Это была пчела. Ладно, будем вытаскивать. Вообще хотел сказать пару слов о крестах. Где бы я ни ездил, везде кресты, разбиваются мотоциклисты, разбиваются автомобилисты, кресты. А вот здесь, вот, как раз, как вы видите, это не кресты, а стоят такие будки, склепы маленькие. И туда приносят свечи, туда приносят алкоголь, приносят сигареты. То есть все как в фильмах и мультиках мексиканских. Как вы знаете, в Мексике очень уважительно относятся к ушедшим, очень уважительно относятся вообще к престарелым, к возрасту. И каждый год даже праздник свой имеет, где промывают все косточки. Вот, это не только легенды, а это на самом деле. Так, тут нужно сейчас не въебаться. Продолжаем ехать. Погода нормальная более-менее. Я сейчас родился, взял с собой воды очень много, так что воды мне должно хватить. Вчера почти все использовал. От 5 литров осталось, по-моему, литр. Так сейчас пополнил запасы своих канистр. И продолжаем путь. Взял также некоторые консервы. Так что сегодня вечером будет у нас обед. Самодельный, правда, но обед. А может, нет. В общем, да как карта ляжет. Это, наверное, самое большое преимущество всех этих поездок. Как карта ляжет. Там, где есть вода, есть жизнь. Здесь все так работает. Здесь, как вы видите, воды нету. Вот все знаки на испанском, без субтитрперевода на английский. Так что приходится угадывать, о чем они там говорят. И как игра какая-то, еду и думаю, блин, наверное это, а может нет. И также со скоростью здесь, ну, наверное такая, а может нет. Так как я уже по встречке ехал больше, чем в своей полосе, я не думаю, что тут местные полицейские очень заботятся о качестве движения на дорогах. Так, вот как вы поняли, я решил немножко похулиганить и поеду
съехал с дороги. Посмотрим, что здесь. До океана доеду. Дорога укатана, так что думаю, куда-нибудь-то точно доеду. Так, задницу заносит хорошо, значит песочек. Так, тут вообще куча песка. Ух ты! Ой, какое местечко я себе нашел! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Знаете что? Сказка просто. Пойду посмотрю, что чего там. Ну, всем привет опять. Наш репортаж идет с берега Тихого океана в этот раз. На заливе. Это не залив. Это и есть сам океан. На заливе залива еще не доехал. Вот остановился, решил показать вам красивейшее место. Так, есть маленький апдейт с новости. У меня оторвало крепеж для багажа сзади. Сейчас я немножко починил, покажу вам. Вот этот вот крепеж, он вылетел. И, слава богу, сумка не вылетела. Держалась на одной банджи. Сейчас я вроде привязал, поставил побольше резинок, банджи. Надеюсь, доеду. Так нужно варить. Может быть, какой-то сварочный найду слесарный шоп, чтобы починить уже перманентно. Ну, посмотрим. Ладно, ехать можно дальше. По крайней мере, не вылетит ничего. Отлично. Камера вроде работает. Похулиганили и хватит. Поехали обратно на дорогу. Океан очень красивый. Ой, тут полный песок. Задница полностью танцует, но так и должно быть. И вот и все. Выезжаем на хайвей. Вот и звук появился. Въехал в какой-то парк, National Park, резерву, федеральный резерву, что-то там такое. В общем-то, я прикинул, наверное, это парк. Вот, посмотрите на ландшафт национального парка. Он не такой богатый флорой и фауной, но богатый своими холмами, горами, своим ландшафтом, получается. Мне уже осталось 2 часа 40 минут, не так много. И сейчас я пересекаю как раз через центр полуострова, пересекаю на другую сторону, с океана в залив. Вот решил запечатлеть, потому что люто красивые места. Очень много этих будок, склепов маленьких. Ну, понятно почему, потому что дорога ветвляет. Ну, и местные тут ездят, конечно, по-своему, своеобразненько. Тучка какая-то. Но это даже, слава богу, потому что жарко очень и хочется немножко освежиться. Ну, как вы уже поняли, дождик все-таки пошел. Температура 30 градусов и идет холодный дождик. Единственное, это что качество дороги изменилось. Слава богу, у меня правильная резина. Так, а у нас в горах прошел дождик. Точнее, сначала в пустыне, а сейчас я уже поднимаюсь в горы. Воздух очень разряженный, сейчас свежий и запах какого-то сладкого аромата. Но я думаю, это от кактусов. Да, запах просто очень приятный. Дорога, конечно, ого-го.
за поворотом повороты. И причем съехать нельзя ни налево, ни направо, потому что обрыв в обе стороны, дорога скользкая и много ям всяких, колдобин, ну и другой всякой херни валяется на дороге, поэтому немножко нужно аккуратно. Я даже не могу сейчас встать, вам показать дорогу, потому что одни повороты нужно ложиться. Вот теперь могу встать. О, не могу. Еще иногда по встречке вылетают машины, особенно фуры, они заносят их больше, чем надо в каждый поворот, поэтому нужно очень аккуратно. Одна фура вообще я на повороте встретил в моей линии, еле объехал. Так, ну что-то невероятное здесь. Видите эти большие кактусы? Им где-то по 500 тысяч лет. Называется сорора. Сорора кактус. Аризонские национальные кактусы. И растут они пару тысяч лет. Вон тот красавец минимум 1000 лет ему. Вот еще будка, про которую я говорил. Таких очень-очень много встречается. Ну, не будка, а, как вы уже поняли, склеп. Сегодня получается день зена, день медитации. Вчера был день адреналина у меня. Поездка в ночь в горы. Лейнсплитинг через два самых больших города. Через трафик. И серпантин ночью в горах, где я чуть не слетел с горы. Это было вчера. Плюс новая страна, переход через границы, 2 границы, 3 страны, перелет, ну и все, сами понимаете, все остальное. Поэтому вчера была точно какая красота слева. Вот точно где-то пару тысяч лет этим кактусом. Тогда вчера был адреналин, а сегодня зен. Чистый зен у меня. Когда едешь по такому редчайшему ландшафту, вот там внизу машина валяется, остатки. Да, очень много крестов, очень много здесь, конечно. Так, нужно присесть. Вот посмотрите, тут маленький поворот направо и размажете асфальт. Так, ну вроде все. Так, о чем я говорил? Да, я о зене. Начался день тоже так себе потихонечку, пока привык к языку, пока привык к каким гастейшнс, к ресторанам. Ну, правда, в ресторанах еще не было. Но в маркете был уже, пока все дела сделал, купил себе тушенки, бензин. Потом выехал на океан. Ехал вдоль океана, немножко расслабился там. А вот сейчас эта дорога через пустыню, через дождик, через кактусы. Тут никого нету, один я. Она действительно как бы вводит меня в состояние медитационного зена, расслабления. Много стервятников, видите? Я думаю, понятно почему. За последние, наверное, 1,5 часа я не встретил ни одной машины. И, как говорится, слава богу. Так и продолжать. Сколько мы там едем? Чуть-чуть выше 60. Так, ладно. Вот опять попал в какой-то дождик такой, достаточно суровый. И посмотрите внимательно вокруг меня. Это пустыня. Вот так будет лучше. Это пустыня с лужами.
Пустыня мокрая вся. Такое никогда не видите. Это бывает раз в году. Так здесь, по-моему, все осадки решили выйти сегодня. Дорогу, в общем-то, залило полностью. И глубина, наверное, была полметра. Так я на скорости 80 ее старался проскочить, но мотоцикл со стороны картера я помыл очень хорошо. Также ноги свои. Вот, еще дождик идет, впереди темноватенько. Так что, думаю, в ближайшие полчасика лучше не будет. Будем наслаждаться тем, что есть. Да нет, тут даже в этот ливень нужно снимать, такая красота. Ух ты, какой суровый! Ух! Так, и видимость у нас немножко подупала. Тракшн тоже. Вот они как выглядят, тропические дожди в пустыне. Друзья, мы продолжаем ехать. Мне осталось минут, наверное, 40. Опять прошел через огромный ливень. Опять очень безлюдно. Мало чего изменилось. Еще до залива не доехал. До залива еще, наверное, километров 10. Залив Кортеза. И потом вдоль залива по песку на пляж, где я сегодня и буду спать. Вот хотел показать справа груду камней. Кто ее высыпал так, я это не могу понять. Ну, как будто высыпали. Сказочно. Весь мокрый. Друзья, хотел здесь остановиться, потому что это самая дальняя точка моего путешествия в этом году. Я доехал до Пасифик, не до Пасифика, а до залива. Где-то даже не знаю точно. Но уже сделал поворот, и с этого поворота уже буду ехать обратно. Я уже проехал около 20, наверное, 20 тысяч. Ну все. Всем привет. Увидимся уже в Торонто. Ну, не скоро, правда, но увидимся. So, I came from there. Ну вот, можно сказать, повезло. Камнепад прошелся, но не по мне. Ужас. Вау. Твои глаза, вау-вау-ва, свели с ума, вау-вау-ва. Я в Аляске попадал под мадслайд. Это когда грязь идет с гор и смывает все нахрен. А вот здесь камнепад. Так что с почином меня. Это первый камнепад, в который я попал. Ну вот, адреналинчик опять вернулся, Зен немножко отошел. Так, я думал, что все, а тут только начинается. Так, вот еще немножко оффроуда. Это уже прямая дорожка к пляжу. Песочная и трясет сильно. Ну, потому что тут все неровное. Так, дорога нормальная. Ну, естественно, такая дорога только стоя.
Только на скорости вывозишь. Так это все тяжело. Я уже на океане, со стороны залива. Тут сейчас захожу, какая-то будка. Я думаю, больше лет, чем мне. Ну, сейчас и посмотрим. Может быть, я останусь. В принципе, тут можно и спать. Судя по всему, тут живут птицы. Очень красивейшее место. Сейчас вам покажу. Я только-только приехал. Очень тяжело было ехать по песку. Его много. Он доехал. Что, в принципе, хорошо, значит, другие не доедут. Чем меньше народа, тем больше я люблю. Очень ветрено. И сейчас я вам покажу мой спот, где я остановлюсь и где я палатку поставлю. Палатку, кстати, я еще не знаю, где поставлю, но вот мотоцикл уже поставил. Вот теперь ко мне пришел друг, охранник, пес. У нас такой стрей пес, который в Мексике очень много. Они просто... Ой, и тут, посмотрите, какая прелесть. Ух ты, слава богу, не наступил. Он палец мой большой мальчик. Так, песик, иди сюда, песик, иди сюда. Ну, это какая прелесть. Вот, я буду спать не один, а с этим охранником. Тебя как звать-то? Ой, ты, все, понял. Будешь Рекс, ладно. Ну все, всем спокойной ночи, у меня охранник. А охраняем мы океан. Мы сейчас там далеко, ну недалеко, в смысле, на шагов 20, дальше, чем я нахожусь. Завтра будет прилив, и я думаю, вот это вот все тоже зальется океаном, и я просто проснусь в воде. Ну, надеюсь, не в воде, но близко к воде. Ну, иначе бы инженеры бы не поставили такую структуру прям к воде. Anyways, вот сегодня, где я сплю, уже поздно, вон Рекс. Так, где наш жук? Рекс, ты сожрал жука? Блин, надеюсь, что нет. Да, не успел показать, потому что темнеет очень быстро, в 7:20 уже темно. Сейчас еще 8 нету, я освещаю и снимаю. Вот такое место. Очень симпатичное. Никого нету, я один. Ну, кроме Рекса. Ну, мой друг Рекс уже тут пришел спать. Точнее, охранять. Давай еще разок запечатлеть это. То есть, красота.